Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Подписываемся, не забываем на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм, для того, чтобы иметь возможность вязать вместе со мной, смотреть видео мастер-классы бесплатно. Сегодня, смотрите, у нас вот такая схема, разбор схемы. Шаль, бактус, косыночка. Вот так это смотрится. То есть всегда интересно, схема это, конечно, здорово, но как смотрится вживую. Вот так вот, вот такие кустики. Вязание очень несложное. Предлагаю посмотреть и внедрить в свою жизнь, связать. Смотрим. Вот такая схема у нас есть. Достаточно симпатичные такие листочки. Вяжется достаточно просто. Ну, начнем разбирать узор. Шаль, бактус, косыночка, вариантов много. Слонимская пряжа в 4 сложения, крючок 2,75. Вяжем первый кружочек, 6 воздушных петель и узор. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замкнули в круг. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это у нас столбик. И 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это ажурная арочка. Теперь вяжем сдвоенный столбик. Это столбик с общей вершинкой. Провязали. 1, 2, 3 воздушные петельки. И столбик с накидом 1. 3 воздушные, 1, 2, 3. Столбик с накидом 2. 3 воздушные. 1, 2, 3. И столбик с накидом 3. Все в центр кружочка вяжем. 3 воздушные, 1, 2, 3. Пышный столбик, это сдвоенный столбик, 1 и 2. И опять 1, 2, 3 воздушные петли и последний столбик с одним накидом. Это у нас с вами первый ряд. Вот такой симпатичный цветочек. Пышный столбик и пышный. Между ними 3 столбика. Вот центральный столбик. Мы его отметим, потому что, смотрите, центральный столбик, он вяжется всегда одинаково. Столбик, 2 воздушные петельки. Столбик, 1, 2, 3 столбика. С воздушными арочками опять столбик. То есть по центру всегда вяжется столбик. Идем дальше. Основу нашу провязали, центр отметили. 1, 2, 2 воздушные петли, разворачиваем вязание. И в первый столбик, вот у нас первый столбик, нам нужно связать вот эту нашу основу, которая будет постоянно вот этими листочками в первый столбик. Это еще один столбик, это у нас пышный. 1, 2, 3 воздушные петли, столбик. Мы сейчас с вами свяжем основу, которая будет постоянно провязываться одинаково. 1, 2, 3 и пышный столбик. То есть сам основной узор мы его сейчас провязали и будем повторять постоянно на основе. Пышный, 3 воздушные петли, столбик, 3 воздушные петли и пышный. Вот наш такой цветочек идет. Мы его провязали, вот он. В следующий столбик опять вяжем точно такой же узор. Без воздушных петель, без воздушных арочек, без ничего. Пышный столбик пропускаем, а вот в столбик, сам столбик, вяжем такой вот узор. 1, 2, так, 1, 2, это пышный у нас столбик. 1, 2, 3 воздушные, столбик с накидом, 1, 2, 3 и опять пышный столбик. То есть наш узор основной, он будет повторяться все время. И что просто над столбиком, над центральным, вот в этот центральный столбик, мы будем все время вязать вот такой листочек. Такие вот лепесточки.
сложно запутаться. 2 воздушные петельки сделали. И там, где у нас маркер, центр, вяжем столбик. 2 воздушные петельки. И теперь в столбик вяжем наш основной узор. Основной узор — это пышный столбик. 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик. 1, 2, 3. И пышный. Вот такой кустик, который будет у нас все время вот он, вязаться. Кустик, кустик. Столбик по центру, опять кустик. И в самый последний столбик 1, 2, 3 вяжем опять наш кустик. Сначала идет сдвоенный. Сейчас мы быстренько с вами приноровимся. 1, 2, 3. Столбик. 1, 2, 3. Пышный столбик. То есть узор сам несложный здесь. Главное понять, когда будет расширение. Вот уже, смотрите, второй ряд, уже все достаточно симпатично смотрится. Такая шаль будет закругленная. Идем дальше. Вот мы с вами связали второй ряд, третий ряд вяжем. Просто 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. 3 воздушные петли подъема. И смотрите, над тем кустиком, который мы вязали, кустик, на следующем кустик. И в центре мы вяжем 3 столбика, между ними 3 воздушные петельки. То есть чередуем столбик, 3 столбика, столбик, 3 столбика по центру. Это основа для будущих кустиков. А те кустики, которые у нас уже провязаны, над ними мы просто вяжем повтор. Вот в чем дело. Очень все просто. Столбик провязали. И вот центральный у нас столбик. Вот он, центральный столбик. Вяжем кустик. Кустик — это сдвоенный столбик. 1, 2, 3. Просто столбик. 1, 2, 3. И опять пышный столбик, то есть двойный. Вот. Все кустики будут вязаться над кустиками в центральный столбик, и поэтому здесь сложно запутаться. Идем дальше. Опять вот у нас кустик, в центральный столбик вяжем кустик. Чтобы было более понятно, да? Сдвоенный столбик. 1, 2, 3. Просто столбик. 1, 2, 3. И еще раз пышный. Вот. Было 2 и осталось 2. Теперь в центральный столбик, вернее, даже в центральный будем столбик писать, а там, где воздушные арочки, смотрите, вот где воздушные арочки, дополнительные столбики, это у нас в следующем ряду, из них будут кустики расти. 1, 2, 3 в центр. Столбик с накидом. 1, 2, 3. И в арочку. Столбик с накидом. Вот. Так, еще разочек. Смотрим. Я пропустила 3 воздушные петельки вот здесь. 3, 3, 3, 3, 4 раза. Между кустиками воздушных петель нет, а там, где столбики, воздушные петли есть. 1, 2, 3. Исправляем нашу оплошность мою. Столбик с накидом. 1, 2,
3, столбик, 1, 2, 3, за арочку столбик, 1, 2, 3, и теперь уже кустик, 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 да? То есть мы делаем повтор. Вот наш центр, маркер, а кустики вяжутся над кустиками. Между ними воздушных арочек нет. Довязываем ровно по центру кустика. Сдвоенный. 1, 2, 3, столбик. 1, 2, 3, пышный. Смотрим центральный столбик, вот он у нас. Находим и опять повтор. 1, 2, 3, столбик, 1, 2, 3, пышный. И смотрим, как надо завершать. У нас с вами было просто 3 воздушные петельки, значит здесь просто столбик. Просто столбик, центр. Вот, уже такая красота получается. Теперь вяжем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, это столбик, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, это узор, и пышный столбик. То есть здесь ровно половинка узора. Вот, ровно половинка узора. Там, где пышные столбики, вяжем в кустик, вернее кустик здесь, вяжем кустик в этом месте. Там, где кустики, мы уже не задумываясь вяжем кустики. Там, где просто столбики, у нас здесь будет полноценный кустик. 2 воздушные петли, столбик. А кустики и кустики. Вот что по схеме получается. Мы вяжем ровно половинку узора. Кустики, кустики. И там, где был столбик, полноценный кустик. Центральный столбик вяжем все время одинаково. Опять наши кустики, которые повторяются все время. У нас идет просто добавочка в начале и в центре. Вот так вот это все просто вяжется. Повторы такие. И красиво, нежно смотрится. Воздушных петель мы не делаем, мы вяжем кустик 1, кустик 2 и кустик 3. Я провязала, что у меня получилось. В самом начале мы вяжем с вами половинку кустика, над кустиком кустик, над кустиком кустик, над столбиком кустик, в центре столбик. Повтор. Мы все повторяем. Вот мы с вами связали полностью раппорт узора. Теперь нужно делать повторы. Над кустиками мы будем вязать кустики. Делаем только повтор. То есть то, что мы с вами уже и вязали. Мы начинали вязание с целого кустика. Потом провязали столбик, потом половинку узора. И опять сейчас будем вязать кустик, кустик, кустик и кустик. А в центре столбик. 2 воздушные петельки. И с этого момента наша шаль, бактус, косыночка повторяется. То есть мы начинаем вязать с того, что уже и вязали. 2 воздушные петли подъема делаем. Это у нас относится к сдвоенному столбику. Помните, да? 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик с одним накидом. 1, 2, 3. И пышный столбик. Вот такой незатейливый узор. На самом деле он достаточно симпатично смотрится. Вот. И точно так же мы повторяем наш кустик, кустик, кустик
И по центру столбик. 2 воздушные петельки. И вот такое идет закругление. То есть шалька будет круглая, интересная, красивая и с хорошим расширением. Что на самом деле достаточно важно. Вот. Предлагаю попробовать. Узор очень простой. Еще у нас и схема есть. А это здорово. Вот такой узор у меня получается. Вот у нас сплошные наши кустики, которые мы вязали. В центре небольшое такое вот разделение, столбики. И здесь опять у нас все так кучно идет. Вот такой симпатичный узор получается. Имеет место быть, если захочется связать шаль, косыночку, бактус. Узор у нас с вами разобранный. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Я повторяю это постоянно, потому что это очень важно. И обязательно пишите комментарии, это тоже для меня, это тоже важно. И будем вязать дальше. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм. Смотрим, вяжем, получаем удовольствие. До новых встреч!